Делал уже 150 подходов. Последние полгода точно был готов уйти. Вот, и возвращался к этой мысли постоянно. И был катализатор, конечно, какой-то, да, сейчас вот почему это все произошло. Я сегодня, наверное, уже не такой, как вчера. Да, я меняюсь. И хочется дышать свежим воздухом, хочется чего-то нового, то, что тебе на самом деле зажигает и драйвит. Сейчас, наверное, это больше для меня путешествие, это бизнес, это там, где я могу максимально влиять на те процессы, в которых я участвую. К сожалению, в банках и вообще крупных корпорациях это не всегда можно делать, скорее всего, никогда нельзя делать, да, чтобы ты в моменте мог там что-то изменить. Это требует реально какой-то колоссальной проработки, иногда это занимает месяца, и это все теряет свою актуальность уже к моменту выхода того или иного проекта. Помимо этого всего контрагенты есть, которые отвечают за один кусок, а согласовывают с тобой по всем кускам те или иные там изменения. Вот. То есть ты этот тренд корректируешь, изменяешь систему. Я себя вот конкретно здесь, на этой позиции, в этой роли, наверное, исчерпал. Почти 2 года отработал в этой компании, на самом деле, в принципе, оборачиваясь на свой опыт, уже 16 лет работаю в банковском секторе. Это много, наверное, это много реально. Вот, а помню, как будто это произошло вчера. И меня вот эта тема больше всего пугает, я бы хотел. Возможно, это кризис какой-то поднадвигающийся, почему я об этом задумываюсь. А с другой стороны, это может быть какая-то осознанность, и хочется быть там, где тебя любят, где твои решения принимают, поддерживают, и ты можешь чувствовать себя собой. Это, наверное, самое главное. И хочется еще иногда замедлиться, хочется иногда ускориться, хочется те идеи, которые у тебя есть в голове, чтобы они были реализованы. И вот на всем этом горизонте у меня были попытки, я занимался несколькими видами бизнеса, вот мне эта тема тоже нравилась, но потом я возвращался к корпоративной истории, потому что здесь это более понятная история с точки зрения дохода и прочего, и у меня были опасения заниматься своим бизнесом, потому что это еще большая ответственность и такая вот неопределенность. А нас так воспитывают, наверное, что должна быть стабильность, ты должен понимать, ты туда-сюда, не должен уходить от работы в компании 150 лет и дальше куда-то двигайся, и потом сразу куда-то вали. То есть мне это не хочется, я человек творческий, мне хотелось бы проявить свое творчество, хотелось бы быть собой, хочется веселиться, хочется кайфовать, вот хочется, я не знаю, сочинять песни, хочется сочинять стихи. Вот, хочется снимать передачи какие-то. Попробуй себя в чем-то другом. Вот, я уже был, это мой третий большой такой поход, наверное, по жизни, можно сказать, или четвертый. Я нахожусь в фазе активной, фазе человека, когда много энергии, много мыслей, много что уже сделано, и много еще что предстоит сделать. Буду пробовать. Так что я думаю, пока честный ответ такой. Посмотрим, что будет дальше. Как-то я даже нормально к этому решению отнесся. Я вот даже рад, что я его принял. Важно, что я вложился по максимуму, все, что от меня зависело, я выполнял, отдавал силы столько, сколько мог вот на этот промежуток времени. Вот я пока открыт к предложениям, я пока думаю, чем заниматься. Возможно, я уйду в какую-то личную историю, возможно, просто возьму какую-то паузу, не знаю, как долго она продлится, вот, исходя из возможностей рынка, исходя из текущих каких-то историй. Возможно, сейчас я смогу помогать как советник или как консалтер по бизнесу, вот, что тоже в целом, наверное, было бы интересно. Все, наверное, добавить больше нечего. Вот точно был готов уйти. Вот, и возвращался к этой мысли постоянно. Вот. И был катализатор, конечно, какой-то, да, сейчас вот почему это все произошло.